Вот они, приключения начинаются уже здесь. Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня хочу поделиться с вами посещением живописного ущелья, которое называется «Семь лестниц». На румынском, простите меня за мое произношение, Șapte-scări. Ущелье находится в лесу и расположено в северо-западной части массива Пятра Маре на высоте 995 метров. Вот мы долго и нудно поднимаемся по этой дорожке вдоль ручья. Очень красиво, птички поют. Название «Семь лестниц» этому месту было дано в 20-е годы прошлого столетия, когда через скалы перекинули деревянные лестницы. История каньона насчитывает миллионы лет. Вот так вот вдоль этой речки мы все время идем, поднимаясь и обходя ее с разных сторон. То есть этот путь явно для детей старше 10 лет. То есть тут есть достаточно опасные места. По пути нам встречаются вот такие тарзаночки. Здесь же находится самый длинный зиплайн в стране. Это около 4000 метров троса, 37 секций для взрослых и детей. Вот сейчас, видишь, переходит на новую точку, к новому дереву. Пристегивается. Видишь, вот видишь, как раз-то не продумано. Сейчас подойду. Вот такая красота. Говорят, полдня, проведенный в этих местах, соизмеримы с недельным отдыхом на море. Итак, пару слов о каньоне «Семь лестниц». На ручье есть 7 лестниц и водопадов тоже 7. Самый высокий из которых имеет высоту 35 метров. Протяженность более 230 метров, с перепадами высот 55-60 метров. Маршрут можно пройти при помощи лестниц и одного трапа, без специального оборудования. Маршрут через каньон 7 лестниц можно пройти примерно за полчаса. Зимой восхождение на каньон запрещено из-за льда, образующегося на металлических ступенях. Поэтому каньон открыт только с марта по ноябрь. Вот такие вот здесь ущелья, водопадики. Значит, мы приезжаем рано утром в поселок Тимису-Дерджос и начинаем направляться в сторону каньона. Тропа идет по весеннему лесу. Людей по маршруту становится все больше. Каньон очень популярное и туристическое место. Для тех, кто приезжает на машине, я советую не заезжать прямо до шлагбаума. Когда мы возвращались, там было очень много машин, которые просто заперли друг друга, и люди не могли выехать. Поскольку мы приехали рано, поэтому без труда нашли свободное место на бесплатной парковке, правда, метров за 100-150 до шлагбаума. Вход в каньон платный. Вот такие аттракции вас ждут впереди. Проход по маршруту не требует специальных альпинистских навыков, но следует соблюдать технику безопасности. Идти надо строго один за другим, никого не обгоняя и не толкая.
все время держаться за перила и учитывать, что ступеньки могут быть мокрыми от брызг водопада, поэтому нужна соответствующая обувь. В каньоне тенисто, прохладно и влажно. Солнечные лучи сюда не проникают. Из-за большого количества людей на мостиках образуются очереди. Хотя мы пришли достаточно рано, но перед первой лестницей подъема образовалась очередь человек на 25-30. Отправляют группами, поэтому пришлось постоять минут 15-20. Это мы были здесь в рабочий день. В выходные сюда лучше не соваться, так как будет все забито людьми. На выбор есть разные маршруты и по времени, и по трудности. Поскольку мы были немного ограничены во времени, поэтому после посещения каньона 7 лестниц направились к машине. Вот мы уже возвращаемся по этим камушкам. Вот так вот тихонечко идем. Но уже легче, чем подниматься. Они писали, что наверх идти где-то час 15. У нас взяло где-то часа полтора. Мы не торопились, потому что не очень хочется упасть. Спуск тоже занял где-то минут 40. Хотя мы спускались вниз, но было уже достаточно жарко, и мы не бежали, а наслаждались видами и фотографировались. Вот так вот. Аккуратненько по камушкам. Вот так вот. Нужна обувь спортивная. Другого пути нет. Есть шанс промочить ноги. Ну, в принципе, путь указан достаточно четко. Достаточно много людей. Так что не потеряйтесь. Допустим, людям, которые боятся высоких, они...